Всем привет! Сегодня я в компании кленовых листочков записываю осенний эпизод. Итак, сегодня 1 октября. Я планировала записывать в начале сентября, но получилось вот так. Я всех приветствую, меня зовут Таня, рада, что вы заглянули на мой канал. В этом эпизоде в основном я расскажу про вязание, о чем сегодня будет, о готовых работах, о процессах, наверное, которые почти готовые работы, о покупках и о том, что планирую распустить. Вероятно, все это будет перемешиваться с какими-то вставками осени, и в конце планирую вам показать свои красивые фоточки осени, так что можете отсмотреть до конца, это будет мне очень приятно. Ну и, конечно, не забывайте поставить лайк, если видео вам нравится. Спасибо огромное всем моим постоянным зрителям, что вы заходите на канал, за то, что вы ставите лайки и оставляете комментарии. Я очень-очень всегда рада их прочитать и ответить. Спасибо вам большое за поддержку. Итак, осень прекрасная за окном. В Красноярске просто в этот раз чудесная золотая осень, довольно теплая, очень желтая, очень красивая. Я просто не перестаю радоваться тому, что вижу за окном, потому что у меня буквально за одним окном березовая роща, за другим окном вид на горы, на еще зеленые сосновые леса вперемешку со желтыми березовыми рощами. В общем, все прекрасно и чудесно. Чуть ли, вот знаете, было не до слез. Смотришь в окно, и такая красота. Я, правда, взяла и на этот промежуток прекрасного времени приболела и просто страдала от того, что я хочу пойти снять эту красоту и не могу. Но в итоге даже, вот, как говорится, намотав сопли на кулак, я выходила рядышком с домом и все равно маленько поснимала, поэтому такие кадры тоже будут. Ну, вообще, надеюсь, что скоро уже будет снежок. Говорят, в Томске, Лена Котикова, по-моему, писала у себя в Телеграм, что в Томске уже снежок, и прям такой, знаете, хороший снежок. И, честно говоря, я уже очень жду, потому что, ну, люблю уже октябрь, уже пора, в принципе, в Сибири снежку первому проскочить, а там может быть опять потеплее, но вот эта вот красота и свежесть, хочется, в общем, этого. Так, давайте начнем про вязание, про готовые работы. Собственно, сегодня такая вся красных оттенков, потому что первая готовая работа — это, конечно же, джемпер, который вы можете видеть на мне. Давайте буду рассказывать. Итак, этот джемпер связан из пряжи от Camtex, называется она хлопок травка, цвет цикламен, номер цвета я подпишу, ни одной этикетки у меня не осталось. У меня было 7 мотков этой пряжи, это 700 грамм. По-моему, метраж 100 метров, 100 грамм 200 метров, но я тоже подпишу. И подпишу состав. Здесь хлопок и полиамид. Пряжа мохнатая, пряжа приятная, тактильно очень-очень мне нравится. Я взяла в качестве образца этой модели домашнюю свою такую кофту любимую. У нее немножко расширяющийся силуэт, то есть к низу она чуть-чуть уже, к плечам чуть шире, прямые рукава и неглубокая пройма. Сняла мерки и, в общем-то, по этим меркам пыталась связать вот эту как раз кофточку. Что пошло, наверное, не так? Не так пошло то, что, конечно, образец я вязала довольно маленький. Насколько я помню, образец чуть-чуть подсел, но это все-таки были
плохие измерения, потому что большое изделие, конечно же, стало тянуться у меня. Если в ширину оно такое довольно свободное, и ну, тут плюс-минус несколько сантиметров роли не играли, в длину, в принципе, получилось все как нужно, то вот с рукавами у меня была засада, потому что я их перевязывала несколько раз, они получались длинные. Здесь как раз сыграла роль то, что полотно разбегается в ширину, линия плеча опускается, в общем-то линия плеча у меня вот здесь начинается, и рукава получались длинные. Если раз или два я перевязывала еще, когда не было ничего собрано, я примерно прикидывала на себе, то когда это все постиралось, снова примерила, оказалось, что рукава опять вытянулись. И они свисали прямо таким, знаете, то есть манжет держится на запястье, и на него еще сверху нависает полотно. Было некрасиво, мне очень не хотелось это все распускать, и он у меня лежал. То есть мне даже не хотелось его надевать, потому что вид рукавов мне не нравился. Но потом в какой-то момент куда-то я собралась, и мне захотелось его надеть, и я прямо в течение получаса взяла и распустила, и приделала, и все получилось хорошо. Что здесь по характеристикам? Вязала я на 3,5 лицевой гладью. Полотно косит, девочки. И под прошлым, по-моему, видео я спрашивала, у кого какой опыт вязания этой пряжи. Довольно много я получила отзывов, что косит и по кругу, и поворотными рядами, и узором, и две нитки, в общем, косит всячески. Ну, что хочу сказать в оправдании. После того, как я все это кривое полотно сшила, оно, в принципе, выглядит нормально. То есть, и несмотря на то, что вроде как швы, может быть, как-то вот переворачиваются на тебе и на рукавах тоже, ну, это вообще не видно и никакой роли не играет. Так что в целом эта косина не очень-то мешает изделию. Соответственно, я вязала все это частями отдельными, потом сшивала крючком, потому что петли иголкой подхватывать и считать что-то там было нереально. Я просто растягивала полотно как нужно, выправляла его, потому что, опять же, да, повторюсь, оно было все косое и кривое, и одна сторона выглядела длиннее другой, хотя они были одинакового размера, да, но вот именно за счет косины такое происходило. Плюс, да, по краю шли у меня здесь, получается, прибавки. Ну, в общем, было весело. Но в итоге все нормально, значит, лицевая гладь — это основная вся вязка. По горловине мой любимый способ, по манжетам и по низу изделия я все обвязала крючком, столбиками без накида, рядов, наверное, 6-7. И таким образом я стянула рукава. То есть рукава прямые, но в конце я связала... Да, изначально я вязала спицами, делала убавки, одна лицевая, 2 вместе, лицевая, 2 вместе, потом переходила на крючок. Когда я уже перевязала, я не стала делать это спицами, и просто когда подхватывала крючком то, что распустила, я провязывала крючком 2 вместе, потом просто столбик 2 вместе, столбик, вот таким образом. Вот, и крючок он собирает. Крючок, по-моему, тоже 3,5 или 3 вязала. И по низу тоже я подсобирала, потому что у таких свободных изделий, у них, если оставлять вот просто полотно как связано, то когда ты его надеваешь, у тебя на спине колокол такой получается. Я не знаю, замечали вы или нет, у многих вещей оверсайз, когда у них просто вот ровное снизу полотно, оно не заужается никак. Если ты его надел, у тебя колокол либо спереди, либо сзади, получается, торчит. Мне не нравится, и поэтому я крючком как бы подсобираю это, и оно так не топорщится. Это уже я на черном делала, так в своем джемпере, и вот на этом мне нравится такой вариант. По расходу у меня ушло фактически 7 мотков почти, ну, грубо говоря, там 6,5 на размер, ну, 46-48, наверное, где-то так. Учитывайте, что я высокого роста, да, у меня длинные руки. Еще какой минус этой пряжи, она электризуется. Вот эта синтетика в составе дает такую плохую штуку, и когда я уже поносила все это дело под курткой, куртку снимаешь, и оно прилипает к тебе. Но не то, что тебя током бьет, оно к тебе прилипает. И ворс, он приминается, во-первых, от вещи, да, во-вторых, еще вот этого электричества. И нужно прямо вот ты разделся и хорошенечко себя потереть, чтобы взъерошить весь ворс, и он выглядел получше. Иначе ты выглядишь как мокрая мышь облезлая. Вот такой вот есть вариант. Ну, в общем, тактильно все приятно, мне все нравится. Кстати, что хочу сказать по поводу вязания крючком и спицами. Я покажу вот поближе, вставлю вставки.
Конечно же, спицами предпочтительно вязать эту пряжу, потому что у вас получается хороший ворс, торчит во все стороны. Крючком он не такой красивый, он сминается, его не так много, и, в общем, мне не понравилось. Плюс, возможно, потому что это манжеты уже, да, и я ношу, и оно начинает подтираться под, ну, я не знаю, что тут, не закатываться, конечно, но, в общем, приминается все это, весь этот ворс, и что будет в итоге, я не знаю. Возможно, все придет быстро довольно в негодность, посмотрим. И из того, что у меня еще осталось, я связала вот такие вот штучки. Это а-ля маленькие гетры. Мне хотелось гетры, гольфы, гетры. Ну, в общем, такие штучки над ботиночками. Как будто был носочек, но все, что выглядывает из ботиночка. Был план сфотографировать, конечно же, в красивом лесу, одеть вот этот джемпер, одеть юбку и ботинки, и в ботинки, вот над ботинками такие мохнатые штуки. Мне показалось, это будет классно смотреться в целом, но не сложилась такая съемка. В общем, я не знаю, сложится ли, поэтому я фотографировала дома сама себя. А эти штучки, ну, посмотрим, если все-таки когда-то их буду использовать, то покажу вам. Вот. Ну, тут просто резинкой 2 на 2 связано, и с одной стороны я очень так вот эластично закрыла, чтобы как раз это была верхняя часть, а снизу поуже. Вот. Ну, вроде бы про этот джемпер все. То есть, ну, такие, да, есть плюсы и минусы, но в целом я осталась пряжей довольна. А самое главное, что я израсходовала все в ноль. Так, вторая готовая работа появится сейчас. Оп. Вот так. Это джемпер для дочки. Ой, джемпер, кардиган. Кардиган для дочки. Значит, какова история? По-моему, как раз на этот Новый год у меня было в моем волшебном мешке под елкой 7 мотков пряжи. И я не взяла этикетку, сейчас вернусь. Так, и это была пряжа Sandnes Garn Perfect, это Super Wash шерсть, мотки по 50 грамм и по 100 метров, то есть у меня было всего 700 метров, 350 грамм, цвет 60-62, 86, 20 нейлон. Я взяла 7 мотков, почему 7 мотков, понятия не имею, но в общем я взяла 7. Я решила, что я что-то из этого смогу связать. И настала уже предшкольная пора, и тут у нас выяснилось, что у Евы нет никакого кардиганчика. Из всех она выросла. Ну и, в общем, я подумала, у меня же есть как раз синяя пряжа в тон школьной одежде. Давай я попробую. Я взяла маленький образец, опять же связала, пошла на мнемосину, рассчитала кардиган. Начала вязать, то есть кардиган с точным рукавом, начала вязать полочки. И полочку я перевязывала, по-моему, 2 раза. У меня проблема какая-то с тем, чтобы измерять плечо. Мне всегда кажется, что я его делаю слишком широким, замеряю. И поэтому в первом случае плечо было совершенно просто узким, все каким-то маленьким. И я, конечно же, перевязывала. Плюс второй раз, по-моему, я когда перевязала уже с нормальным плечом, я таким образом прикинула, сколько у меня будет расход. И поняла, что мне нужно сделать так, чтобы у меня был моток на полочку, 2 мотка на спинку и 3 мотка на рукава. И у меня не получалось уложиться на полочку в один моток. Поэтому я снова перевязывала, делая кардиган еще короче. Поэтому кардиган у меня очень укороченный, он буквально вот до талии, с высокой юбкой, с высокими брюками, вот только-только. В принципе, нормально, и Еве этого хватает как раз для таких вот вещей, для такой одежды, да, с высокой талией мы его сделали. Мой, конечно же, не 100% мне нравящийся вариант, но буду, значит, перевязывать еще другой. В общем, кардиган был нужен срочно, поэтому вязалось все быстро. Это, наверное, самая быстрая вещь, которую я связала. Я не помню, правда, за сколько, за 2 недели, что ли, я его связала. Что-то, в общем, около того, несмотря на несколько перевязов. То есть я полочку вязала за сутки, потом перевязывала, опять перевязывала. Такие дела. Значит, что у нас здесь? По-моему, здесь спицы 3,5 на лицевой глади и 2,5 на резинке. Я вязала полочку, планку одновременно. То есть 3,5 спицы были здесь, и на планке была спица номер 3. И вот таким образом я вязала. Дырочки для пуговиц провязывала всего лишь в один ряд, поэтому пуговички выбирала маленькие. Из того, что
хоть как-то разбавляет эту лицевую гладь. Это дырочки вот здесь. Мне понравилась такая идея сразу после резинки сделать дырочки ажурные. То есть резинка уходит таким образом в убавки, что получаются красивые дырочки. И через несколько рядов я эту полосочку повторила. На рукавах оно связано аналогично. Здесь, когда вязала планку, я сделала несколько укороченных рядов на плечах. И думаю, не стоило этого делать, потому что, как видите, у меня довольно свободный получается воротник, то есть его можно было бы, да, вот тут не делать вот эти вот ряды, и он бы лежал плотнее. Но когда я его надеваю, то он как бы стоит вот так вот стоечкой такой небольшой, в принципе, неплохо. Получается, я провязала полочки, оставила открытые петли планки, потом связала спинку, сделала швы и стала довязывать планку, одновременно привязывая ее к спинке. И в конце здесь я сшила просто вот эту резинку 1 на 1, я сшила ее лицевые петли по одной стороне, лицевые петли по другой стороне. Мне понравилось, как выглядит, довольно прилично. Ну, рукав точной вшила, рукав, в общем, пуговички тоже маленькие пришила. Мне нравится. Покажу поближе, как выглядят дырочки на планке. Мне понравилось, но вариант с изнанки даже мне нравится больше. Я, наверное, потом как-нибудь сделаю отдельное видео маленькое такое, как я делала вот эти вот маленькие пуговички в один ряд, когда их вяжешь. В общем, в резинке получается очень здорово. По изнанке, вот как раз, если там нужно просто будет рассчитать, сколько у вас... сколько будет петель в планке, и вот там, где петля будет по изнанке, очень будет здорово ложиться. В общем, ладно, если я как-то его все-таки наряжу, это я покажу. Ну, вот такая вот работа, которая быстрая получилась, и я осталась довольна. Единственное, мне теперь научиться все-таки как-то правильно считать плечи. Это беда какая-то моя, я не знаю. Тоже у меня пряжа ушла вся в ноль, я распускала образец, у меня осталось, наверное, пару метров пряжи, так что тоже хороший такой минус к запасам. Дальше у меня почти готовая работа, это носки. Носки, значит, пряжа какая? Ой, сейчас скажу. Пряжа это Alize Superwash Comfort Socks, это был подарок мне натального Санту этим прошлой зимой, получается, да, на этот Новый год. Цвет
76,54. Вот в таких красивых сине-розово-белых, голубых оттенках. Так, значит, носки на двойке. Да, на двойке. Разные. Из одного клубка сначала, с конца. Вот такие, получаются, задорные, забавные носочки. Я связала в этот раз с петкой бумеранг. Носочки вяжу маме. И у меня все почти готово. Я просто хочу пойти, и чтобы она примерила, чтобы я убедилась, по длине все подходит. Вот. Такие замечательные. В общем, вязать одно удовольствие. Расцветка клевая. Так что почти готовая работа. Дальше готовая работа еще. Я прямо суперпродуктивная. Помните, я вязала Еве вот из такой расцветочки плед. У меня была пряжа твидовая от Троицка. Это 100% шерсть. Она в таком, как в шнурочке. Очень классная, мне она очень понравилась. Жалко, что ее сняли с производства. В общем, я ее не видела, больше не нашла. Значит, в прекрасном сиреневом цвете у меня, по-моему, было 2,5 килограмма. Значит, там у нас готов уже плед, и были в плане подушки. И вот, наконец-то, я их связала. Я купила вот такие подушки в Леруа, 45 на 45, 2 штуки, и связала 2 чехла. Один чехол готов. Он связан узором таким вот квадратики, как раз, который есть в пледе. Значит, я вязала 2 части, потом их вот так сшила трикотажным швом. Тут получилось очень удачно. Квадратики как раз также в шахматном порядке пошли. Вот так снизу все выглядит. И купила молнию. Так как я швея вообще просто атас, я сшивала все это, конечно же, руками. В общем, молния нашлась только 65 сантиметров, поэтому она вот здесь просто болтается, оставшаяся внутри. Я закрывала так петли последние, чтобы у меня на лицевой стороне получилась цепочка из лицевых. И вот эту цепочку иголочками пришпилила сначала к молнии. Потом просто взяла нитку как раз вот в тон пряжи, ну, обычную швейную. И вот абы как, ну, так прошила. Оно, в принципе, все держится. Нитка прячется как раз удачно сквозь пряжу между петелек. Вот. И, в общем, вот так вот все выглядит. Чехол, в принципе, такой довольно получился свободный. Я не знаю, так ли задумывается, когда есть чехлы. Это мой первый, я понятия не имею. То есть она довольно свободная. Есть еще даже место, не очень плотно. Может быть, стоило даже еще поменьше связать. Но, в принципе, все нормально. Значит, подушка номер 1 и подушка номер 2 почти готова. Мне осталось только купить... Мне осталось только купить еще одну молнию. Я почему-то только одну купила в прошлый раз. Мне кажется, больше не было. Я просто тут в местных магазинчиках рядом с домом искала. Так, это я вот как раз вчера тут сшивала ниткой. Вторая подушечка будет вот такая, то есть другим уже узорчиком. Вот. Все, осталось тоже мне только молнию вшить, и будет готова вторая подушка. И у меня оставалось еще чуть-чуть. И я такая, конечно же... Не падайте, пожалуйста. И я, конечно же, думаю, надо мне все израсходовать, чтобы ничего не осталось. И я связала еще маленькую накидочку Еве на стул, такую с завязочками, чтобы закрепить. В общем, кадры я оставлю. И у меня все, ушла вся пряжа, я довольна. У меня еще минус какая-то пряжа из запасов, и я тоже осталась очень довольна. Вот. На этом, наверное, готовые работы у меня все. Да. На этом у меня готовая работа все. Ну и процесс получается, вот подушка, да, я доделываю и доделываю носки. Так, из покупок. Давайте начнем с небольших. Значит, покупки номер 1. Я увидела это на Wildberries, когда чего-то там искала. Плюс я увидела на канале у Ализе на YouTube. Они делали из пластиковой основы подставочки, и они все это Ализе, по-моему, батик, чего-то там, Дива батик. В общем, какой-то из своей пряжи они подставку крючком провязывали, и получалась такая клевая вещь.
И плюс потом я увидела эти сетки на Wildberries, увидела, что есть основы прям под сумки. И, в общем, я загорелась. Значит, я купила вот такую основу для сумки. Эта сумка размера мини, вообще есть еще, получается, средняя и большая. И есть разные варианты, в принципе, если вы посмотрите, там куча этих вариантов сумок. В общем, это получается вот соединиться вот так, и вот это будет сверху закрываться. То есть вот такая небольшая сумочка. Я, правда, думала, она будет побольше, ну ладно. А в комплекте присылают они иголочку и маркеры, чтобы все это, видимо, в процессе присоединять. В общем, я решила попробовать. Девочки там в комментариях оставляют то, что они сделали из вот этой основы. Куча вообще прекрасных каких-то сумок, вышивают их иглой прямо, то есть какие-то узоры и рафией, и плюшевой пряжи, и обычной пряжи, в общем, и шнуром этим полиэфирным. Куча всякой красоты. В общем, я решила, что мне надо попробовать. Пока не знаю, я думала про рафию, либо про какую-то секционку, которую я бы обвязала именно крючком. Не иглой вышила, а именно крючком обвязала. Ну, попробуем. И к этому всему делу я купила сразу замок и ремешок. Я, к сожалению, не помню, это были разные лоты или один. Посмотрим. Ну, в общем, вот такой замочек маленький. Хотя даже, мне кажется, он будет большеват для этой сумки. И вот такая ручка. Металлическая цепочка и, ну, тут кожзам, скорее всего, ручка. Ну, пойдет для первого раза, хотя я бы предпочла более длинный вариант, чтобы можно было так через плечо накинуть, через голову наискосок носить. Это слишком короткий получается вариант, ну, посмотрим. Вот, так что, может быть, к следующему лету я все-таки соберусь и свяжу какую-то такую себе сумку. И еще была покупка огромная. Это вот это, видите, я, наверное, даже не рискну все брать. Чуть-чуть утащу. В общем, это куча разных старых журналов по вязанию. Мне захотелось какого-то вдохновения, мне захотелось чего-то посмотреть, поискать, что-то новое, в общем, как-то себя взбодрить в плане вязания. Я пошла на Авито, стала смотреть, что там у нас по журналам. В Красноярске не нашла много вариантов, в основном продают как-то поштучно и довольно не дешево. Ну, я рассчитывала на совсем дешево, поэтому я смотрела варианты в ближайших городах, и вот эти оба варианта мне приехали с Новосиба. Там было прям пачками. У одной девочки, по-моему, я в районе 30 купила журналов. Да, у меня всего 59 журналов. То есть у одной 29, у другой 30 журналов. Вот. И у меня получилось это все вообще довольно дешево. Я сейчас не вспомню, но по цене было, короче, замечательно. Вот. Там разные журналы, и Сабрина, и Верена, и там даже детские какие-то журнальчики. В общем, я брала вот так просто кучей все не глядя. И периодически просто беру, просматриваю какие-то либо узоры оттуда, либо пряжи, либо сочетание пряжи. В общем, мне очень понравилось. Так что, если вдохновения нет, вот такой вариант пойти на Авито, прикупить старых журнальчиков задешево, мне кажется, очень классная идея. Прежде чем мы приступим к тому, что я прежде чем мы приступим к тому, что я хочу распускать, я хотела, вот взяла тут кучу образцов, которые стала я хранить, все образцы, которые для «Начни вязать» делаю. Я, знаете, чем хотела поделиться? Небольшими отзывами о двух пряжах. В общем, вот на эту пряжу, на Фиджи от Троицка, отзыв у меня есть на канале. И несмотря на то, что внешне она мне очень нравится, у меня даже осталось чуть пряжи, я думала, может, куда-нибудь ее пустить. У меня, правда, связана, да, одна из нее шаль маленькая такая, Еви, но там с добавлением мохера от Ланагата, которая, думаю, спасает всю ситуацию. Вот, а просто из этой пряжи образец. И так она, в принципе, такая симпатичная, но когда вяжешь, я впервые поняла, что у меня чешется нос от пряжи. Что из нее летит, я не знаю. Никогда не страдала аллергией на пряжу, но вот на эту пряжу у меня чешется нос. Вот. Хотя она очень красивая. Ну и по отзывам, все-таки, да, многие мне написали под видео с обзором пряжи, что действительно она довольно быстро приобретает такой стрёмненький вид, поэтому жалко, конечно. А вот от этой пряжи я осталась просто в восторге. Значит, у меня это моток 1,5 метра, 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 1,5 метра,
Бэби троицкая, по-моему, кроха в русском варианте называется кроха. Здесь 20, по-моему, меринос или просто шерсть, не помню, и 80 акрил. И я так довольна этой пряжей, просто невероятно. Слушайте, я не знаю. Во-первых, я как-то не чувствую вот прям акрил-акрилович здесь. Она такая довольно мягкая, она такая приятная, она так клево легла, вот в этот узор в резинку. Тут вообще просто петли все какие-то идеальные, я не знаю, можно вообще бы как вязать, и все прекрасно ляжет. Я осталась вообще в восторге от нее. Я не знаю, как у вас, есть у вас опыт вязания этой пряжи, как у вас впечатления и в процессе. Но знаете, я вот связала этот узор вязала, потому что на Дзене делала статью. Я там делаю такие статьи из разряда, что вяжут там в такой-то стране. То есть беру дизайнера или одного или нескольких с какой-то страны и просто показываю их, вот, что они сделали, какие дизайны. Там был дизайнер из Эфиопии, девушка. У нее есть плед вот таким узором. Картинки очень хорошие на Ravelry, поэтому я просто по картинке узор составила, схему составила и ее отвязала. Сделала схему, сделала мастер-класс на канал. В общем, двухсторонний узор, получается, здесь косы связаны резинкой 1 на 1. Я вот смотрю на этот узор, мне так нравится, мне так хочется плед тоже таким узором, но у расцветки у этой пряжи, ну как-то вот я бы хотела какой-нибудь такой хороший, очень горчичный, желтенький, такой оранжевый, что-нибудь. Но они там такие плоские цвета, что я даже не знаю. Мне прям очень грустно и печально. Хотелось бы побогаче палитру цветовую. Я бы связала целый плед, несмотря на то, что пряжа довольно тонкая. Я бы даже в одну нитку связала, потому что он классный. Так, и еще из того, что прям тоже мне понравилось, я связала, смотрите, вот такой узор. У меня валялся скрин то ли из ТикТока, то ли из Ютуба. В общем, это то есть скрин видео, где просто вот видно момент, что узор вяжется 2 слоями. И я сидела его подбирала, выдумывала, как же он вяжется. И в итоге я додумала, как же он вяжется. Вяжется очень интересно. Тут как бы в 2 стороны вязания. В одной ниткой связала, оставила, второй продолжил. В общем, очень классно. На изнанке выглядит вот так. У нас тут как бабушкин квадрат, да, идут, и сетка идет сверху. Короче, восторг. Правда, конечно, вязать либо прямоугольник, либо квадрат, и полотно довольно плотное получается, но мне кажется, можно придумать какие-то интересные варианты. Можно, опять же, делать какие-нибудь квадраты блоками, да, и потом соединить в какой-то плед. Короче, классно, на него тоже есть урок. Вот, так что такие впечатления у меня по пряжам и по узорам. Теперь у нас будет с вами пункт про буду распускать. Первое. Издалека показываю носок. Помните, это мои носки, которые я обозвала «Носки сломай мозги». На самом деле это техника свиннитинг, и я вязала их по журналу. Прекрасно, красиво, действительно, пока их свяжешь, с ума можно сойти, но интересная техника. И сверху у меня пряжа, вот эта полосатенькая, красивая, Hot Socks Modena, снизу камина альпака от Бремонт. Носочная пряжа с альпакой в составе. И она, к сожалению, быстро пришла в негодность, возможно, за счет альпаки. В общем, пятка протерлась очень быстро. Ну и жалко мне вот эту пряжу просто выкидывать. Я решила распустить. Один носок уже у меня готов, распущен. И вот этот тоже я планирую распустить. Ну, куда-нибудь потом пущу остатки носочной пряжи в какие-нибудь носочки из разной пряжи, в общем, пойдет. Вот, это первое. Потом к этому всему у меня присоединяется клубок, который распустила мама. Я вязала ей из это Лана Гросса какой-то мохер, довольно такой плотненький, толстенький мохер. Был берет и был снуд. И берет она мне распустила, но не знаю, свяжу ли я что-то из этого. Так-то нитка выглядит так себе, но она плотненький мохер, поэтому, может быть, есть смысл связать и его так как-то подрасчесать, что ли. Тут 50 грамм. Ну, не знаю, на какую-то шапочку маленькую, может быть, перевязать. Посмотрим. Честно говоря, не знаю, стоит ли вообще мучиться и к чему-то присоединять. В принципе, у меня есть фиолетовая лима.
Там, наверное, грамм 70. Вот. Ну, не знаю. В общем, моток такой, куда его буду, не знаю, буду ли перевязывать. Посмотрим, какое будет настроение. Потом Ева отдала мне и сказала, может, что-нибудь из него связать. Вот этот жилет. Ставлю какую-то картинку, где она в нем. Это пряжа Каскад от Троицка, довольно плотненькая. Тут, скорее всего, шерсть с акрилом, не помню состав. 2 цвета. Есть еще поясочек и есть еще фиолетовый вот такой снуд, который теоретически тоже можно распустить. Но может этого хватит. Я, знаете, что думаю? Тут довольно много таких вот, да, отрезков же уже нарезанных. И я бы, наверное, связала какой-нибудь есть жилет бабушкиными квадратами. Вот такой план. Так, и еще у меня решилась есть батарейка. Я сегодня прям в ударе записываю. Вот это я тоже хочу распустить. Помните, это шарф из твида Soft Donegal. На него у меня есть мастер-класс. Это было тогда сотрудничество с магазином пряжи. И я его как-то носила с пальто, вот, но сейчас пальто я не ношу, с курткой я это носить тоже не ношу. В общем, он лежит без дела. Здесь 300 грамм Soft Donegal. И я думаю, что нужно это распустить. И у меня есть 400 грамм вот такой вот пряжи, тоже Soft Donegal. И вот это вот все превратить Еве в джемпер от Миссис Уизли, по-моему, да, с буковкой вышитой. И, возможно, во что-то еще. Вот. Таков план. Скорее всего, будет вот это основной цвет, это будет вышивка. Может, потом отдельно будет какой-то еще полосатый шарф, вполне возможно, здесь хватит. В общем, все Гарри Поттеровское в цветах Гриффиндора, как понимаете. Вот. Жалко ли мне распускать? Честно говоря, нет. Ну, оно отслужило свое. Вид у пряжи нормальный. Я думаю, оно распустится хорошо и свяжется что-нибудь еще интересное. Вот. Такие дела. На этом все. Дальше я вас приглашаю посмотреть какие-то красивые осенние фотографии. Я выкладываю иногда эти же фотографии в группе ВКонтакте, и там можно их себе скачать на заставочку, так что проходите, в общем, по ссылочке в описании, и если что, себе скачивайте, можете потом поделиться, показать, что у вас получилось. Да, еще что хочу сказать, ВКонтакте, да, я есть. На Дзене я личный канал так очень слабенько веду, больше начни вязать ведется. И я хочу сказать, что я сейчас поселилась в соцсети Now. Это аналог запрещенограмма, такой еще сырой и как нельзя грамм несколько лет назад. Но мне очень нравится, там, правда, совершенно мало народа, но есть некоторые девочки уже даже вязальщицы, так что я вас туда приглашаю. Это соцсеть, которую сделали ребята, которые работали в Яндексе, и теперь это их такой стартап. В общем, мне кажется, очень интересная площадка, и есть у нее какие-то шансы на стать чем-то большим. В общем, приглашаю вас туда, я там есть, и что-то там и делаю посты, и делаю моменты. В общем, да, так что присоединяйтесь. Как-то так. Ладно, все, всем пока, хорошей вам осени, надеюсь, скоро уже увидимся в каком-нибудь новом видео. Пока.